Здравствуйте, дорогие мои! Перед вами сейчас блузка, которой уже 4 года. И у нее есть очень популярный элемент, который я снимала давно. И сегодня я хочу переснять его в хорошем качестве для вас, потому что он оказался очень популярным и востребованным. Вместе с этим, пользуясь случаем, я хочу вам продемонстрировать разницу в цвете. Это одна и та же нить. Вот я использовала нить для этого вязания вот этой вот фирмы. Вы можете обратить внимание, насколько сильно отличается листик, который вот я сейчас вам буду показывать, и то изделие, которое было в эксплуатации уже 4 года. Очень-очень сильно изменилось в цвете. Ну и еще хочу сказать, что эта нить дает усадку. То есть и теряет цвет, и дает усадку. Вот посмотрим, как вяжется этот элемент. Начинаем вязать шнур-гусеничку. Делайте первую петлю. Вот таким образом. Теперь нужно сделать 2 воздушные петли. 1, 2. Вот. Вводите крючок во вторую петлю от крючка. Делайте столбик без накида. Теперь смотрите, поворачивайте вот так вот от себя. Надеюсь, вам видно. Вот в эту петлю вводите крючок, придерживайте аккуратно и делайте второй столбик без накида. Снова поворачивайте от себя, вводите крючок уже под 2 петли. Вот сбоку у вас должно быть теперь видно 2 петли. Вводите в них крючок, делайте третий столбик без накида. Снова поворачивайте от себя и снова уже видите эти же 2 петли. Каждый раз вяжем столбик без накида под 2 петли. Повернули, столбик без накида. Повернули, столбик без накида. Не забываем считать. Всего нужно связать 48 столбиков без накида. У вас должны быть готовы вот такой вот шнур из 48 петель. Теперь нужно соединить его в кольцо вот таким вот образом. И смотрите, в начале шнура в первую петлю сделайте глухую петлю. Вот так вот, просто глухую. Таким образом вы соедините шнур в кольцо. Дальше начинаем следующий ряд. Вяжите крючком 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю вот здесь пропустить. В следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. Пропустили, в эту петлю вяжем. 1. Теперь нужно сделать обвитие вот этого вот маленького столбика. Поднимите петлю на крючок, заведите под столбик и вытяните нитку. Снова поднимите нить на крючок, заведите под столбик и вытяните. Это второй виток. Поднять из-под столбика третий, поднять из-под столбика четвертый раз. Вот смотрите, у вас получился такой вот узелок. Теперь протяните рабочую нить через все петли на крючке. И у вас получится вот такой узелок. Вот так вот закрепить и вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас первый обвитый столбик. Сделайте столбик с накидом, пропустив одну петлю в нижнем ряду. Это будет второй столбик. Вокруг второго столбика точно так же делайте 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. И протянуть, провязать. Снова 4 воздушных петли. 1, 2, 3,
4. Третий столбик с накидом, пропустив одну петлю в нижнем ряду. Столбик с накидом. Вокруг каждого столбика мы будем делать 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Протянуть через все петли ниточку и закрепить. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Так, сколько? 3 столбика готово. Четвертый столбик у нас будет уже с 2 накидами. 2 накида. В нижнем ряду пропустить одну петлю. В следующую делайте столбик уже с 2 накидами. Он уже будет немножечко повыше. И точно так же делайте 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Нитку через все петли и закрепить. Воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И столбик с 2 накидами. 2 накида. Пропустив одну петлю в нижнем ряду, вводим крючок в следующую и сделайте столбик. Теперь 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. И протянуть через все петли и закрепить. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, 5 столбиков у вас готовы. Все связаны через одну петлю. Видите, вот здесь везде пропущено по одной петле. Следующие столбики мы будем делать в каждую петлю нижнего ряда. Итак, делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И следующий столбик с 2 накидами делайте в следующую петлю нижнего ряда. Этот столбик также обвиваем 4 парами витков. 1, 2, 3, 4. Протянуть, закрепить. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. 3 столбика с одним накидом и 3 столбика с 2 накидами. 4 воздушных петли. 2, 3, 4. И следующий столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накида. Крючок вводим в следующую петлю нижнего ряда и поочередно провязываем каждый накид. 1, 2, вот так вот. И точно так же делаем 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Протянуть нить и закрепить. Смотрите, вот это у вас как раз ровно середина листика. Ровно середина. Дальше нужно провязать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь столбики будем делать в обратном порядке. То есть у нас должен получиться симметричный лепесток. Поэтому на вершине у нас столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накида. И вяжем его в следующую петлю нижнего ряда. Провязываем поочередно каждый накид. Делаем 4 пары витков.
1, 2, 3, 4. Рабочую нить протянуть через все витки, закрепить. Итак, у нас вот здесь вот 6 воздушных петель. Везде между столбиками по 4. Дальше снова делаем по 4 воздушных петли между столбиками. 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. Второй столбик. Вводите крючок в следующую петлю нижнего ряда. 1, 2, 3, 4. 4 пары витков вокруг столбика. 1, 2, 3, 4. Рабочую нить протянуть, закрепить. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И второй столбик с 2 накидами. 2 накида. Вводите крючок в следующую петлю и поочередно провязывайте каждый накид. Вот таким образом. 4 пары витков вокруг столбика. 1, 2, 3, 4. Рабочую нить протянуть и закрепить. Снова 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Смотрите, следующий столбик с 2 накидами нужно будет вязать через 1 петлю в нижнем ряду. Столбик с 2 накидами пропустив 1 петлю нижнего ряда. И точно так же 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Рабочую нить протяните через все витки и закрепите. Снова 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Итак, смотрите, вот у нас листик, вот его серединка, да. На верхушке 2 столбика по 3 накида. И вот 1, 2, 3 столбика с этой стороны с 2 накидами. И 1, 2, 3 столбика с 2 накидами с этой стороны. Теперь нам осталось связать 3 столбика с 1 накидом. Пропускаем 1 петлю в нижнем ряду. 1, 2, 3 приема и 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. И закрепить. Снова 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И столбик с 1 накидом, пропустив 1 петлю нижнего ряда. 1, 2, 3. Снова 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Нить протянуть через все петли и закрепить. И еще 1 столбик. 1, 2, 3, 4 воздушных петли и столбик с накидом через 1 петлю. 1, 2, 3. И точно так же нужно сделать 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Протянули, закрепили. Смотрите, что у вас должно получиться. С каждой стороны по 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 столбиков. Первый, второй и третий столбик с одним накидом, четвертый, пятый и шестой с двумя накидами и седьмой с тремя накидами. В обратном порядке точно так же. Этот один с тремя накидами, 1, 2, 3 с двумя накидами и 1, 2, 3 с одним накидом. Здесь по 4 воздушных петли, здесь 6 воздушных петель на верхушке. После седьмого столбика с этой стороны делаем еще 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И смотрите, вот здесь в конце ряда сделайте столбик с накидом. Вот в этом месте. Вот, смотрите. Готово. Теперь сделайте столбик с накидом под цепочку из 5 воздушных петель. Вот та, которую мы начинали, вот сюда сделайте столбик с накидом. Здесь 2 столбика без обвития. Вводите крючок под только что связанный столбик. Сделайте 2 столбика без накида. Обычных столбика. 1, 2. Вот получается, мы переходим таким образом к следующему ряду. Под вот эту вот цепочку нужно связать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот так вот готово. Смотрите, под следующую цепочку точно так же делайте 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот такое должно получаться обвязка. Под каждую цепочку делайте по 4 столбика без накида. Под цепочку из 6 воздушных петель нужно связать 8 столбиков без накида. Смотрите, дальше у нас опять цепочки по 4 воздушных петли идут, и дальше продолжайте делать по 4 столбика без накида под каждую цепочку. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Три, 4. Вот мы завершили ряд. Следующий ряд начинаем с глухих петель. Вот в эти вот 2 столбика нужно провязать 2 глухие петли. 1 и 2. Дальше у вас идет 4 петли, 1, 2, 3, 4 петли над
вот этой вот цепочкой. 4 петли в нижнем ряду над каждым вот этим вот элементом. Вот 1, 2, 3, 4. Вводите крючок за обе петли косички нижнего ряда. В первую петлю делаем столбик без накида. Во вторую петлю за обе петли косички делаем столбик с накидом. В третью петлю делаем 2 столбика с накидом, 1 и второй в ту же самую петлю основания. В четвертую петлю точно так же делаем 2 столбика с накидом, 1 и второй. Вот получилась такая обвязка. Для того, чтобы обвязка была волнообразной, мы будем повторять эту обвязку опять с первой петли. Вот смотрите, снова у нас дальше 4 петли. 1, 2, 3, 4 над этим элементом. В первую петлю делаем столбик без накида. Благодаря этому у нас как бы закругляется вот этот вот лепесточек. Во вторую петлю делаем столбик с накидом. В третью петлю делаем 2 столбика с накидом, 1 и второй туда же. И в четвертую петлю точно так же делаем 2 столбика с накидом, 1 и второй. Вот второй полукруг такой получился. Опять в первую петлю столбик без накида, во вторую петлю столбик с накидом, в третью и четвертую по 2 столбика, в третью 2, 1 и второй, и в четвертую 2, 1 и второй туда же. Вот должен получаться такой вот волнообразный край. Таким образом делайте над каждым элементом, над которым по 4 петли. Вот здесь 4, 4, 4, 4. Вот над каждым этим элементом делайте вот такую обвязку. Итак, у вас должен получаться вот такой вот волнообразный край. И вот я добралась до середины листика. Здесь у меня 8 петель в нижнем ряду. Их нужно будет обвязать приблизительно по вот такой схеме. В первую столбик без накида, во вторую столбик с накидом, в третью 2 столбика с накидом и в четвертую 1 столбик с накидом и 1 столбик с 2 накидами. Дальше в обратном порядке. Итак, первая петля, столбик без накида. Вторая петля, столбик с накидом. Третья петля, 2 столбика с накидом, 1 и второй. Четвертая петля, 1 столбик с 1 накидом и второй столбик с 2 накидами. Вот так вот. Вот мы добрались до середины лепестка. Дальше в обратном порядке. В пятую петлю столбик с 2 накидами. И в эту же петлю столбик с 1 накидом. В шестую петлю 2 столбика с 1 накидом, 1 и второй. В
6 петлю столбик с одним накидом. И в 8 петлю столбик без накида. Вот получилась такая вот верхушка, более округлый лепесток. С этой стороны лепестка точно так же делаем обвязку, как и с той стороны. В первую петлю столбик без накида, во вторую петлю столбик с накидом, в третью петлю 2 столбика, 1 и второй в это же место, и в четвертую петлю также 2 столбика с накидом, 1 и 2. Дальше у нас везде над каждой арочкой идут по 4 столбика. Значит, вот эту вот обвязку повторяем до конца ряда. Итак, последний лепесток готов. Осталось его закруглить. Да, для этого сделайте просто глухую петлю вот таким вот образом. И теперь снимите петлю с крючка, поверните на изнаночную сторону, введите крючок вот под эту петлю и протяните петлю на изнаночную сторону. Таким образом, с лицевой стороны у вас получится красивое соединение начала и конца ряда. Теперь осталось сделать хвостик этого лепестка. Его можно сделать двумя способами. Вы можете выбрать вот эту вот шнур гусеничку и связать его просто вот здесь, да, просто добавить шнур гусеничку. А можно сделать немножечко другой завиток. Давайте попробуем другой. 2 воздушных петли. А теперь смотрите, я буду вязать столбики без накида в предыдущую петлю. Вот смотрите, столбик без накида в предыдущую петлю. Теперь смотрите, вот столбик без накида готов, вот одна ниточка, вот вторая. Во вторую ниточку опять столбик без накида. Не поворачиваем, ничего не делаем. И вот так вот, смотрите, видите, вот одна ниточка, вторая. Во вторую ниточку снова столбик с накидом. Ой, без накида. И вот такими вот столбиками без накида свяжите нужную желаемую длину вашего вот этого вот черенка, хвостика, листика. Вот. Получается у нас такая утолщенная цепочка из 15 столбиков без накида. Ну вот смотрите, связали желаемую длину. Теперь столбики без накида вяжем, обвивая эту цепочку. Вот так подняли ниточку, сделали столбик. Подняли ниточку, сделали столбик. Подняли нитку из-под вот этой вот цепочки. И вот так плотно, близко друг к другу просто делайте столбики без накида. Продолжайте вязать столбики без накида до начала этого черенка. Если вам хочется, чтобы петли на этом черенке лежали как можно плотнее, можно просто взять и немножечко вот так вот их сдвинуть. Вот смотрите, сдвигаете аккуратно рукой, и они будут лежать более плотно друг к другу. И продолжайте вязать. Вот, то есть плотность вы можете регулировать. Вот, плотность обвития можете регулировать на свое усмотрение. Вот можете их сдвигать и уплотнять так, как вам будет смотреться красиво. Можно еще раз сдвинуть, да. В общем, на свое усмотрение плотность этих столбиков регулируете так, как вам нравится. Главное, не переусердствуйте. А то так начинаешь уплотнять. Вяжешь, вяжешь, сдвигаешь, сдвигаешь. Кажется, все мало и мало. Хочется, чтобы было плотненько и красивенько. Вот получается вот такой вот хвостик у
листика. Все. На этом работа закончена. Нитку можно обрезать. Вот такой вот получился у нас с вами готовый листик.